Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусное песочное печенье с начинкой. Это один из вариантов латиноамериканского, а точнее аргентинского печенья альфахорес. Сегодня оно у меня с нутеллой и обсыпкой из орехов. Получается очень вкусно. Печенье нежное, рассыпчатое, готовится несложно. И оно нравится всем. Начинку можно менять. Вместо нутеллы использовать сгущенку, варенье, джем. И каждый раз у вас будет новое печенье. Для приготовления теста мне понадобится выкладываю в миску мягкое сливочное масло. Добавляю щепотку соли, всыпаю сахар. Вместо сахара можно использовать сахарную пудру. У меня масло еще так не до конца подтаяло, поэтому я сначала его перемешаю с сахаром лопаткой. Вот так быстро перетерла масло с сахаром лопаткой и теперь домешу венчиком. По одному добавляю яйца и хорошо перемешиваю. Вместо целых 2 яиц можно использовать 4 желтка. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Просеиваю муку, разрыхлитель для теста и крахмал. Я использую кукурузный крахмал, подойдет и картофельный. Сначала слегка перемешиваю лопаткой. Песочное тесто не любит долгого вымешивания, поэтому просто очень быстро объединяем все ингредиенты вместе. У меня тесто получилось слегка липковатым, поэтому я добавлю в него еще немного муки, буквально граммов 20. Вы также смотрите по консистенции. Если вы будете готовить тесто только на желтках, конечно, вам понадобится даже меньше муки. Но я использую довольно крупные яйца, поэтому добавляю немного муки. Тесто в итоге получается вот такое очень нежное и мягкое. Для удобства я сразу разделю его на 2 части. Выкладываю тесто на лист пергамента, накрываю еще одним листом и раскатываю тесто в пласт толщиной примерно 3-4 мм. Отправляю тесто в морозилку на 20 минут, чтобы оно застыло. И точно таким же образом раскатываю второй кусочек теста. Когда тесто застыло в холодильнике, из него вырезаем заготовки для печенья. Я это буду делать вот таким бокалом, диаметр 7 см. Можно использовать любую выемку, какая вам нравится. И, конечно, делать печенье любого размера, какое вы хотите. Заготовочки я аккуратно поднимаю при помощи скребочка и переношу на противень. Когда тесто вот так слегка подморожено, сделать все это очень легко и просто. Остатки теста я соберу и затем снова раскатаю. Но сейчас я еще вырежу заготовки из второго кусочка теста. Противень с заготовками я отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10-15 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Я собрала обрезки теста и теперь снова их раскатываю. Печенье испеклось. Всего оно у меня стояло в духовке 12 минут. Слишком сильно я его не подрумянивала. Посмотрите, какое оно получается красивое. Сейчас я его снимаю на решетку и оставляю остывать. И, конечно, пеку следующую партию печенья. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 27 штук вот такого большого печенья. Конечно, его уже можно подавать к столу и кушать. Оно очень вкусное. Но я сегодня мое печенье хочу сделать с нутеллой. Поэтому я уже распределила печенье по парам. Вот таким образом подобрала одинаковые. Одна печенюшка у меня получается лишняя. Всего у меня вот таких парных печенек получится 13 штук. Буду использовать в качестве начинки нутеллу. Можно использовать любой джем, варенье, сгущенку, все, что вы хотите. И также бока печенья я буду обваливать в орешках. Это у меня миндальные орешки. Они прекрасно подходят к нутелле. Можно бока также обваливать в кокосовой стружке. В общем, как вам нравится. Итак, формую печенье. Беру одну половинку, промазываю
нутеллой, соединяю со второй половинкой и теперь нутеллой промазываю бока, чтобы хорошо прикрепились орешки. И обваливаю хорошо бока в орешках. Получается вот такое печенье, очень красивое. Сверху я его еще потом присыплю сахарной пудрой. И, конечно, таким образом я формую все печенье. По желанию печенье можно сверху присыпать сахарной пудрой. Оно просто нереально красивое и очень вкусное. Обязательно приготовьте его к чаю. Я уверена, такое печенье всем понравится. А я желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.